Так, ну вот, значит, начал я собирать все это дело. Понадобилось вот выпилить вот такие шайбочки. Так как, помните, два подшипника, они были меньше, чем одна такая пластмассовая втулка. Поэтому вот я взял водопроводную. Это здесь мне 20 миллиметров надо. Вот есть такие водопроводные трубы, есть сгоны вот такие, или как гайки они там. Вот, они где-то 19 миллиметров, 3/4 дюйма. Вот я взял эту гайку. Мне надо было две гайки по 7 миллиметров с одной стороны, с этой стороны, и с другой стороны тоже. Вот. Резьбу здесь срезал чуть-чуть напильником, видите? И все, такая. Сэкономил, я не обращался к токарю, потому что как обращаться к токарю тоже деньги надо платить. Вот одевается шайбочка, одевается подшипник. Так, вот это значит тоже все. Все уже как бы у меня собирается тут. Так. Здесь все совпало. Все, вот он так вот собирается. Видите? Все, этот вал ветка стоит. За тот вал кручу. Здесь цепочка эта. Теперь, значит, нам осталось сделать натяжитель цепи. Натяжитель. Сейчас. Так. Сейчас разберем дело. Осталось сделать натяжитель. Так. Вот один подшипник здесь стоит, один здесь остался. Крепление. Ну ладно. Вот, значит, натяжитель. Вот не знаю, то ли это было специально прорезаны эти вот эти, для того, чтобы цепочка не выскальзывала с натяжителя, то ли это все-таки протерлось за те 12 соток, что я спахал этим культиватором. Вот как бы не знаю. В общем, решил я усилить. Вот вытащил вот такую пластинку, просверлил отверстие. Тоже на всякий случай прошоркал болгаркой. Здесь вот небольшие углубления. Вот здесь отверстие, вот в этом тоже в натяжителе. И постараюсь клепальником приклепать вот это дело. Болтом я не хочу прикручивать, потому что маленьким болтиком, потому что, думаю, болты раскрутятся, потеряются. Изнутри тоже вот такую сделал. И вот мы вот так вот клепальником здесь заклепаем. Вот она. И здесь заклепаем. Две заклепки. И будет у нас как бы металл потолще, чтобы, ну, тереть ближайшие там несколько лет цепью. Вот с этим, помните, я говорил, что хотел вот этот поставить. Ну, как бы оказался он великоват. Ничего здесь с ним. Так всяк его крутил, ничего не получилось. Поэтому вернулся к заводской пружинке этой смешной. Единственное, я ее сейчас усилю для того, чтобы она не протерлась. Так вот она сейчас. Так вот заводская стоит. Видите, я боюсь, если в обратную сторону цепочка, допустим, покрутится, да? Ну, допустим, то боюсь, она может закусить. А так вот она. Вот заводской такой натяжитель был. Вот. Так вот все протерлось. Ну все, как склепаем натяжитель и как все соберу, помажу. Еще раз будет видео.